многие студенты не понимают разницу между никогда и некогда, ничего и нечего, ни с кем и не с кем. Но эту проблему мы решим. Мне нечего надеть, друзья. Почему я голый? Мне нечего надеть. Посмотрите. Много вещей, но нечего надеть. Вы посмотрите, какой беспорядок. Какой беспорядок? Почему? Почему здесь беспорядок? Мне некогда навести порядок. Мне некогда навести порядок. Я планировал сегодня это сделать, потому что сегодня выходной. Мне нечего делать, и я планировал сегодня навести порядок. Но мне позвонили друзья и предложили встретиться с ними. Я сказал, мне некогда, я не могу с вами встретиться, мне некогда, потому что мне нечего надеть, мне некогда навести порядок. И вообще, когда мы встречаемся с друзьями, мы всегда идем в бар или в ресторан, а мне не на что. Мне не на что сегодня пойти в бар и в ресторан. У меня нет денег. Мне не на что. Мне не на что сегодня пойти в бар и в ресторан. Кошелек пустой. Одни проблемы. Друзья, начнем с грамматики. Это самая трудная часть, но я могу вам точно сказать, что через несколько минут вы поймете, когда мы используем «ни», когда используем «не». Итак, друзья, начнем с «не». Вы, может быть, знаете такие слова: некогда, негде, некуда и так далее. Ударение обычно падает на «е». Некогда, негде, не с кем, незачем. Почему обычно? Потому что есть исключения. Не раз. Я бывал в этом городе не раз. Но об этом мы поговорим позже. Еще одна интересная особенность – это падеж. Обычно дательный падеж. Мне некогда, ему не с кем пойти в гости и так далее. А теперь давайте поговорим о разнице, когда некогда, а когда никогда. Негде и нигде. Друзья, запомните, «не» – это обычно дефицит ресурса. У нас есть желание, но нет возможности, нет инструмента, нет партнера. Например, мне негде положить мои вещи. Это значит, что дефицит пространства, не хватает пространства, нет места. Мне не с кем пойти сегодня вечером в бар. Это нехватка партнера, если можно так сказать. То есть у меня нет партнера, с которым я мог бы пойти. Мне некуда идти. То есть у меня нехватка направления, куда я мог бы пойти. Итак, чаще всего «не» — это нехватка или дефицит ресурса, но есть желание. Мартин, ты хорошо понимаешь разницу между «не» и «ни»? Ты хорошо понимаешь разницу между «не» и «ни»? Переходим к «ни». «Ни» — это отсутствие чего-то, абсолютный ноль. Отсутствие фактов в прошлом, в будущем или настоящем. Я никогда не был в Санкт-Петербурге. Мартин! Мартин! Мартин никогда не слушает, что я ему говорю. Мартин! 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 Он никогда не слушает то, что я ему говорю. Он никогда меня не слушается. Мартин, иди сюда, Мартин! Кстати, друзья, надеюсь, вы заметили, что «ни» как магнит всегда притягивает еще и «не». Например, «мне негде жить». «Мне негде жить» — это значит, у меня нет места, где я мог бы жить. У меня нет квартиры. Но я могу сказать, я нигде не живу. Итак, мне негде жить, то есть у меня нехватка, у меня дефицит этого места, где я мог бы жить. Мне негде жить или я нигде не живу. Вуаля! Итак, еще раз. «Не» — это дефицит ресурса, но есть желание. Некогда, негде, некуда, не с кем, незачем и так далее. «Ни» — это отрицание фактов в прошлом, настоящем или будущем. Никогда, нигде, ни с кем, ни для чего и так далее. И все эти конструкции работают с вопросительными словами: когда, где, зачем и так далее. Сейчас, друзья, будем гулять, и вы услышите, как мы используем эти конструкции. Так что слушайте внимательно, смотрите внимательно и включайте субтитры.
Русское радиошоу. Так много людей, так много туристов. Негде пройти, негде пройти. Нехватка места, дефицит места, негде пройти. Вы видите, негде пройти. С другой стороны, мне некуда спешить. Мне некуда спешить. Многие люди, которые приезжают в маленькие-маленькие города, говорят: там скучно, там нечего делать. Там нечего делать, там скучно, там нет баров, нет ресторанов, там нечего делать. Мне кажется, это неправда. В таких маленьких красивых городках всегда есть что делать. Главное – хорошая компания и хорошее настроение. Да? Конечно, если вы приезжаете в очень дорогой туристический город, это достаточно дорого, и многим людям нечем платить за гостиницу. Гостиницы очень дорогие и нечем платить. Нечем платить, у людей нет денег. Вы видите, друзья, сидит пара, и им не о чем поговорить. Она сидит, молчит, он сидит в телефоне, им не о чем поговорить. Такое бывает. Такое бывает. Людям не о чем поговорить. Смотрите, какие красивые собаки, какие красивые собаки. А есть люди, которые говорят, что незачем брать собак с собой в поездки. Собак лучше оставлять дома, их незачем брать с собой. Я не согласен. Мне кажется, что собаки тоже должны гулять. Правда, Мартин? Тебе нравится гулять? Мартину точно нравится гулять. 100%. Мне кажется, что такая прогулка вдоль океана или вдоль моря – это лучшая терапия, это лучшее средство от проблем и от депрессии. А некоторые люди предпочитают общаться с психологами. Они приходят к психологу и говорят: ах, мне незачем жить, мне незачем жить. Мне не с кем поговорить, я одинокий человек. Мне некуда поехать, мне нечем платить за квартиру, у меня нет денег. Мне негде гулять, потому что я живу в маленьком некрасивом городе. И вообще мне некогда гулять, потому что я все время в депрессии. Мне некогда гулять, мне нечем платить за квартиру, мне не с кем пойти в бар. В общем, какой-то ужас, сплошная депрессия. Напишите в комментариях, что можно посоветовать такому человеку, которому не с кем гулять, некого любить, не с кем говорить, нечем платить за квартиру, некуда идти, незачем работать и так далее. Сплошная депрессия. Русское радиошоу. Некуда и никуда. Мне некуда идти. То есть нет этого места, куда я мог бы или хотел бы, может быть, пойти. Мне некуда идти. Или я никуда не иду. Я никуда не иду. То есть я отрицаю сам факт, что я куда-то иду. Я никуда не иду. Мне некуда идти, я никуда не иду. В маленьком городе нечего делать. Нечего делать. Дефицит, нехватка развлечений, интересных мест. В маленьком городе нечего делать. Я ничего не делаю. Я ничего не делаю. То есть я отрицаю сам факт, что я что-то делаю. Я ничего не делаю. Мне нечего делать, в маленьком городе нечего делать, я ничего не делаю. Мне некому звонить, у меня нет друзей, у меня дефицит, нехватка друзей, мне некому звонить. Я никому не звоню. Мне некому звонить, и я никому не звоню. Чувствуете разницу? Мне не с кем завтра идти на концерт. У меня нет партнера, у меня нет друга, мне не с кем завтра идти на концерт. Я ни с кем не иду завтра на концерт. Я иду один. Я ни с кем не иду завтра на концерт. Я иду один. У меня есть друг или партнер, но я хочу пойти один.
И все. Мне не с кем идти завтра на концерт, у меня нет друга, нет партнера. Я хотел бы пойти с кем-то, но этого человека нет. И я ни с кем завтра не иду на концерт, я иду один. У меня есть друзья, у меня есть коллеги, я могу с ними пойти, но я не хочу. Я хочу пойти один. Интересная пара. Не раз, и здесь не, но ударение не падает на не раз и ни разу. Не раз – это значит много раз или несколько раз. Например, я не раз был в Москве. Это значит, что я был в Москве несколько раз. Я ни разу не был в Москве. Это значит, что я никогда не был в Москве. Всего одна буква, точнее две, не раз и ни разу. Но огромная разница. Я не раз был в Москве. Я был несколько раз, и я ни разу не был в Москве, я никогда не был в Москве. Пух! Мозг сейчас просто взорвется у студентов. Следующая интересная пара – несколько и нисколько. Несколько, например, 3, 4, 5, 6. Нисколько – это 0. Например, я прочитал несколько книг на русском языке. Может быть, 2 книги, может быть, 3, может быть, 4, может быть, 5. Я прочитал несколько книг на русском языке. Меня это нисколько не интересует. Меня нисколько не интересует русская литература. 0. Меня совсем не интересует русская литература. Я прочитал несколько книг, 3, 4, 5. Меня нисколько не интересует русская литература. Я прочитал 0 книг, и мне вообще не интересна русская литература. Если вам кто-то говорит спасибо, вы можете, конечно, сказать «пожалуйста». Но русские часто говорят «не за что», «не за что», «не за что говорить спасибо», «не за что». Есть фраза «не за что» и есть фраза «ни за что». Давайте посмотрим контекст. Спасибо за вашу помощь. Ой, не за что. То есть не за что говорить спасибо. Для меня это было совсем не трудно. Для меня было не трудно вам помочь. Не за что, не за что. Я ни за что никому не помогу. Я ни за что никому не помогу. Я ни за что никогда не поеду в эту страну. Я ни за что не буду больше пить алкоголь, потому что у меня похмелье. Не за что, ни за что. Мартину нечего здесь делать. Мартину здесь не с кем играть. Здесь нет других собак. Мартину нечего делать, ему не с кем играть. Мартин, ты хочешь играть, но тебе не с кем играть. Нет других собак. А я ничего не хочу делать, я хочу отдыхать. Мне некуда спешить, у меня много времени. Нам с Мартином не о чем говорить, абсолютно не о чем говорить. Он сегодня капризничает. Мартин, нам с тобой не о чем говорить. У нас нет тем для разговоров, нам не о чем говорить. И я ни о чем не хочу говорить с Мартином. Нам с тобой не о чем говорить, и я ни о чем не хочу с тобой говорить. Ты понял, Мартин? Он капризничает, он плачет, потому что ему здесь нечего делать, ему скучно, ему не с кем играть, здесь нет других собак, ему незачем здесь быть. Он хочет быть дома и отдыхать. Да, Мартин? Мне больше нечего сказать. Мне больше нечего сказать. Я все, что хотел, я вам сказал, друзья. Я вам рассказал обо всем, о чем я хотел рассказать. Мне больше нечего вам сказать, мне больше не о чем вам рассказывать, я больше ничего не хочу вам сказать. Нет, на самом деле я хочу еще раз напомнить, друзья. Итак, не – это обычно нехватка чего-то, дефицит чего-то, хотя, как правило, есть желание. Мне некому звонить, я хочу позвонить кому-нибудь, но у меня нет друзей, нет близких, кому я мог бы позвонить. Мне некому звонить. Я никому не звоню. У меня есть друзья, есть близкие, но я никому не звоню. Я даже не хочу им звонить. Я никому не звоню. Он никого не слушает. Она ни с кем не общается. И так далее. Друзья, напишите ваши примеры в комментариях.
Обязательно подписывайтесь на «Русское радиошоу». Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И, конечно, заходите на мой сайт russianradioshow.com. И никогда не забывайте, что у вас есть я, Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Все, мне некогда, у меня нет времени, мне некогда, я должен бежать и готовиться к уроку с моим студентом. Все, пока!